Здравствуйте, друзья! Сегодня с нами военный эксперт из Беларуси Андрей Поротников. Андрей, здравствуйте. Добрый день, Павел. Добрый день, уважаемые друзья. Уже, я бы сказал, если не недели, то месяцы, все в напряженном ожидании, скажем, российского наступления в Украине и украинского контрнаступления. И, соответственно, существуют разные сценарии, где это может быть. Может быть на юге, может быть на Донбассе, может быть под Харьковом, может быть и с белорусской границы. Ну, так как мы белорусы, нас интересует белорусская, конечно, граница. И, соответственно, вот если предположить такой вариант, то я помню из курса истории, что белорусская наша с Украиной граница — это общество такие с большего Полесские болота. То есть там, конечно, их мелиорировали некоторым образом, но все равно местность не то чтобы сильно подходящая для каких-то там крупных операций. Единственное, что приходит на ум Брестская область, там где там куда-нибудь там в районе Львова можно ехать, и Киев, собственно, с Гомельской области. Вот. Но насколько это вообще как бы не фантастический сценарий, а рабочий? Ну, фантастических сценариев нету. В феврале прошлого года мы увидели, что да, есть географические ограничения с этого направления. Но, в принципе, и тех дорог, которые есть, тех коммуникаций, которые есть, их достаточно для того, чтобы перебрасывать большие группировки войск в десятки тысяч военнослужащих, в тысячи единиц тяжелой техники и достаточно быстро. Но вот я так понимаю, украинские ВСУ, собственно, предприняли какие-то меры, чтобы этого не произошло. Нет, сейчас, безусловно, там как бы все укреплено. То есть в прошлом году сработал фактор внезапности, довольно странная история. Несколько месяцев, в том числе и украинские чиновники, рассказывали про неизбежность новой российско-украинской войны. Но когда война началась, она почему-то для многих оказалась внезапной. Я имею в виду с точки зрения профессиональных военных украинских. Да, действительно, за последний год там очень серьезные укрепления возведены, там осуществлялось минирование территорий, все, по сути, транспортные коммуникации по направлениям север-юг взяты там под, что называется, артиллерийский прицел. Есть войска, по оценкам белорусской стороны, там в настоящий момент около 17 тысяч военнослужащих ВСУ вдоль белорусско-украинской границы, правда не сообщается на какую глубину. То есть граница как бы подготовлена с одной стороны, с другой стороны, опять же, надо понимать, что во время войны каждая из сторон проводит такие операции маскировки, да, и скрывает информацию о реальном расположении своих сил, средств, их численности. Но и украинские и западные специалисты, разведчики утверждают, что на белорусской территории в настоящее время нет ударной группировки, достаточной для успешного наступления на украинскую территорию. И пока нет признаков того, что она создается, либо планируется к созданию. И тут как бы к этому утверждению сейчас, вот в моменте, можно относиться достаточно с высоким доверием, потому что даже украинские генералы, они осуществили определенный отвод войск из приграничной территории. То есть если в июне месяце, там, по оценкам белорусской стороны, было больше 20 тысяч военнослужащих, то сейчас, как я уже сказал, 17. Да, разница небольшая, но это разница в минус, и это свидетельствует о том, что украинская сторона реально не видит для себя актуальных угроз прямо вот сейчас, на сегодня, с этого направления. А вот как быстро в современных условиях осуществляется концентрация войск, достаточная для каких-то ударов? И как, опять же, в современных условиях, когда, в принципе, ну, западные спутники, самолеты-разведчики постоянно мониторят все это пространство, возможно сделать это внезапно? Ну, внезапность понятие относительное, и кроме того, надо понимать, что когда мы говорим о какой-то группировке войск, не бывает бесполезной и бессмысленной группировки войск. Просто есть задачи, которые она в состоянии выполнить, есть задачи, которые она не в состоянии выполнить. Если мы говорим о скорости переброски войск, о накоплении, возможности скрытого накопления войск, то
Ну, Россия последние лет 15 очень активно тренировалась и очень активно отрабатывала эти элементы. Так что я бы сказал, что они в состоянии силами до корпуса достаточно быстро маневрировать, ну и в течение недели сосредоточить, опять же, при наличии необходимой логистической инфраструктуры на каких-то угрожаемых направлениях. Это, в принципе, может быть не только там, собственно, белорусское направление, это может быть там Брянская область, да, Белгород, Курск. То есть повторить наступление февраля-марта 22 года, но, собственно, с российской территории в направлении Сум, в направлении Харькова, в направлении Чернигова. Тем более, что ну, тот же Харьков, он для российской стороны имеет определенную историческую и идеологическую ценность. Это когда-то была столица советской российской, про большевистской тогда, да, Украины, первая. И второй момент, что если мы вспомним историю революции достоинства Майдана 2014 года, то в Харькове была попытка вот как раз-таки провозгласить такую юго-восточную автономию или юго-восточную федерацию со столицей в Харькове. То есть была такая идея, да, и там считается, что достаточно сильны пророссийские настроения, и они действительно сильны, потому что даже по утверждениям военнослужащих ВСУ, которые воевали на этом направлении, там далеко не все, скажем так, не приветствовали приход российских войск, как это ни странно. Так что там очень разное настроение. А что касается, собственно, белорусского направления, то об этом очень много говорится. И если мы посмотрим даже на структуру облета разведывательной авиации НАТО, очень активно идут полеты вдоль границы с Белоруссией, и, соответственно, как бы очень активно и со спутников, и средствами воздушной разведки мониторится ситуация по количеству войск, по их концентрации. Но пока что и западные специалисты, и западные военные утверждают, что они не видят признаков подготовки наступления. Но еще раз повторю, что война — это очень динамичный процесс. Уверенно о чем-то можно говорить именно в моменте, и то даже не всегда. А вот насколько критично для российского военного командования вовлечь активно белорусские части? Вот предполагаемые какие-то наступления на севера. Ну, на самом деле очень много говорится о том, что Москва пытается каким-то образом вовлечь Минск в прямое столкновение с Украиной, но никаких доказательств этого нету, кроме, собственно, заголовков украинских медиа и утверждений украинских политиков. Никакой фактуры у нас нету. Опять же, надо помнить, что во время войны первой жертвой становится правда, и все подобные утверждения, они вероятнее всего являются частью информационно-пропагандистской кампании, которая направлена как раз-таки на недопущение этого гипотетического вовлечения, потому что каждый раз Минску приходится оправдываться, что нет, мы не планируем, и, соответственно, как бы таким образом вынуждается формирование белорусской стороной своей политической позиции по однозначному неучастию в этой войне. То есть у российской военной машины достаточно сил и средств, чтобы самостоятельно... Да, они располагают всеми ресурсами. То есть, скажем так, добавленная стоимость белорусского участия, она будет очень невелика или даже исчезающе мала. Ну и тут есть еще несколько моментов политических и идеологических, потому что идеологически Россия всегда выступала в качестве патрона над постсоветским пространством, такого защитника, да, полицейского и защитника одновременно. А сейчас получается ситуация, что они просят какого-то одного из своих младших партнеров помочь им. Это, конечно, идеологически для них очень сложно. И политически это тоже невозможно, потому что это с точки зрения Москвы потеря лица. Текущая ситуация, она скорее характеризуется тем, что Минск делает политическую ставку на победу России в войне, потому что это более выгодно, это более рациональное решение. Победа России в войне означает, что будут сняты санкции, будет возможность возвращения белорусской продукции на украинский рынок, а это для Беларуси был второй по значимости после российского рынка и премиальный рынок. Соответственно, там Минск позовут за стол ведения переговоров, а вот при поражении России в войне ничего этого не будет, будут только издержки. Поэтому для себя Минск делал вполне рациональный выбор на
политическую ставку российской победы в войне. А вот насколько раздражающим, может быть, или тревожащим фактором является для официального Минска наличие, ну пусть небольших, но белорусских формирований в составе украинской армии, как полк Калиновского там, или Погони, или что там еще сейчас есть? Ну, тут очень двоякое отношение. С одной стороны, это действительно раздражитель, потому что какое-то количество людей взяло в руки оружие, то есть они придерживаются жестких радикальных взглядов. Опять же, идет война, соответственно, не все оружие учтено, есть возможность накопления оружия и потом его дальнейшее там использование за пределами, например, зоны боевых действий, в том числе на территории Беларуси по каким-то политически мотивированным причинам. У людей разные настроения, есть какое-то количество людей, которые с симпатией относятся к добровольческим формированиям. Соответственно, скажем так, опыт такого силового противодействия, он с некоторого момента может быть востребован и во внутриполитической динамике, и этого белорусские власти опасаются. Но есть и другой момент, есть понимание того, что для Украины эти формирования это в первую очередь политический инструмент, который они используют как элемент сдерживания Минска от вовлечения в войну или как инструмент стимулирования Минска для неучастия в войне, потому что всегда можно сказать, вот видите, у нас есть это формирование, а захотим и признаем его в качестве там, полномочного представителя политического белорусского народа. То есть, да, такая там армия, освободительная армия в изгнании. И это, конечно, вызывает очень серьезное опасение. Почему? Потому что на текущий момент силы обороны Украины превышают 1 миллион 200 тысяч человек. Из них где-то 950 тысяч это, собственно говоря, ВСУ. Ну, а белорусская армия это чуть больше 50 тысяч человек. То есть Несопоставимо. Несопоставимо, да. И есть понимание того, что для Украины и в послевоенный период ее военный потенциал будет являться важным политическим рычагом для выстраивания отношений, политических отношений внутри региона Восточной Европы, в том числе и с Беларусью. Это еще одна из причин, почему официальный Минск делает, или, скажем так, однозначно желает победы Москвы в войне, потому что Москва это понятная история для них, а вот как себя будет вести украинская политическая элита, которая очень активно и неоднозначно, назовем это мягко, и которая при этом будет находиться в драйве от вероятной победы, плюс будет иметь инструментарий в виде большой, практически миллионной обстрелянной армии, это тоже большой вопрос. А вот у каждой армии есть же состав мирного времени, в котором белорусская армия сейчас находится, и какой-то мобилизационный потенциал, который добавляется в военное время. Вот если говорить про Беларусь, то какой это порядок хотя бы цифр? Официально называется 500 000 человек, но тут не совсем понятно, о чем идет речь. Идет речь о полумиллионной армии штатной численности военного времени, или это весь сектор национальной обороны и безопасности, то есть МВД, пограничники, МЧС, там... Кто более-менее связан с Да, все, условно говоря, у кого в руках будет оружие. Скорее второе, чем первое, потому что для содержания именно полумиллионной армии нужна серьезная экономическая база. Нужна очень серьезная экономическая база, и мы видим, что для той же Украины это... Это внешняя база. Это внешняя база, это по сути, где-то в месяц на ведение, на одного военнослужащего воюющей армии они расходуют порядка $5000 в месяц. Да? Можно умножить легко. Можно умножить, это там 500 тысяч на $5000, это $2,5 миллиарда. Все золотовалютные резервы Беларуси меньше 8 миллиардов. Там бюджет белорусский, центральный бюджет центрального правительства это $10 миллиардов, из которых значительная часть это бюджетный дефицит, то есть он покрывается за счет заимствований. Это возможно только если Путин будет платить. Содержание такой воюющей армии, оно, конечно, без внешней поддержки, оно очень затруднительно, мягко говоря. Особенно если она воюет длительное время. Да. Там 2-3 месяца, да, вот как бы это одна история.
Но дальше встает вопрос просто банкротства государства. Этот вопрос стоял перед Украиной, но у них за плечами возник Запад, который очень серьезно с Вложился, первых да. дней начал поддерживать и продолжает поддерживать. В случае неблагоприятного сценария, ну и пока, надеюсь, фантастического, если все-таки на границе Беларуси и Украины возникнут какие-то столкновения и горячие зоны, насколько я понимаю, несколько крупных городов будут находиться под прямым ударом, типа Гомеля там, или Бреста. Да? Это так близко к границе? Ну, смотрите, какая история. Опять же, могут быть разные инциденты, потому что вдоль границы находятся вооруженные люди. Да? Могут быть провокации третьей стороны. Сейчас не будем показывать пальцем, потому что на самом деле таких третьих сторон и интересантов может быть несколько. Да? Поэтому если это какие-то локальные инциденты, то, конечно, стороны их будут очень быстро душить, да, и пресекать на корню. Если это что-то масштабное, то это приведет к масштабному столкновению. И если мы говорим о возможности повторения сценария 24 февраля 2022 года, когда российские войска заходили с белорусской территории и как бы украинские, скажем так, силовые структуры не предпринимали каких-то ответных действий по белорусской территории, то сейчас после Бучи, после Ирпеня украинская элита правящая, она не может себе по политическим соображениям позволить игнорировать этот факт и просто спускать его на тормозах, потому что общественное мнение будет требовать возмездия очень серьезного. Это один элемент. Второй элемент, на который надо обращать внимание, это все-таки, что, судя по тем данным, которые вытекают, между Минском и Киевом есть определенные коммуникации. И основная задача этих коммуникаций является недопущение перерастания, скажем так, кризиса двусторонних отношений в военное столкновение. То есть в этом заинтересованы обе стороны. Лукашенко, по-моему, в декабре месяце заявил о том, что Украина предлагает подписать некий пакт или заключить некий пакт о ненападении. Но для того, чтобы тебе что-то предложили, ты должен разговаривать с противной стороной. Соответственно, какой-то уровень коммуникации есть, он продолжается. И это, в общем, позволяет рассчитывать на то, что Беларусь не будет вовлечена напрямую в российско-украинскую войну. Я думаю, для всех нас и наших зрителей это было бы лучшим решением. Андрей, спасибо большое. Спасибо, Павел. Увидимся.